Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и сегодня я покажу вам, как сделать вот такого замечательного гнома совершенно без шитья. И для основы мне понадобится самая обычная пластиковая бутылка. Для устойчивости я ее утяжелила небольшим камушком. Теперь нужно обтянуть эту бутылку тканью. Подойдет совершенно любая ткань, какая у вас есть. Я сначала обтянула ее цветными капроновыми колготками, а чтобы донышко было более аккуратным, заклеиваю его кружочком из картона. Поверх капрона приклеиваю кусочек ажурного свитера. В прорезях проглядывает красный цвет и создается красивый рисунок. Колпачок делаю из кусочков флиса. Напомню, что сегодня шить не будем, все швы я буду заклеивать. Если наносить термоклея в меру, то швы получаются довольно аккуратными. Флис сам по себе не держит форму, поэтому слегка набью колпачок синтепоном. Но если взять плотный фетр, то синтепон не понадобится, он будет и так хорошо держать форму. Нос сделаю из шарика синтепона, который обернула кусочком капроновых колгот. Также кусочек капрона понадобится и для личика. А бороду сделаю из кусочка искусственного меха. Приклеивать начинаю с нижнего края. А под верхний заправляю хвостики, которыми был завязан нос. Глазки буду делать из блистера от таблеток. На кусочках белого картона рисую зрачки цветным карандашом, а в качестве зрачков кладу маленькие бусинки. Обрезаю по контуру и приклеиваю их на место. Из того же меха приклеиваю густые брови. Склеиваю рукава. Делаю варежки из тех же красных капроновых колгот. Большой пальчик делаю отдельно из совсем маленького кусочка синтепона.
И уже готовую варежку вклеиваю в рукав. От свитера отрезала полоску и подогнула ее края вовнутрь. И делаю из нее манжеты. Ручки набиваю синтепоном только до середины, чтобы они сильно не топорщились, а прилегали к туловищу. Если вы сразу сделали колпачок нужной длины, то вместо склейки спрячьте под ним. Я еще буду делать оборочку, поэтому руки приклеиваю ниже. Пальчики на варежках подвижные, поэтому можно вклеить ему бубенчик. Из кусочка того же свитера делаю отворот, швы сразу прячу вовнутрь. И подклеиваю с внешней стороны, чтобы не было никаких зазоров. Задний шов склеиваю в стык, а не внахлёст, так он будет практически незаметен. Из плотного фетра вырезаю листики астролиста для украшения колпачка. И украшаю готовыми сахарными ягодками и тычинками. Не хватает только пышного помпона. А делается он очень просто. На полоску картона наматываю нитки, перевязываю посередине и разрезаю с обеих сторон. И подстригаю, чтобы придать ему форму шарика. Приклеиваю его на место, и наш гномик полностью готов. Спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, то поддержите его, пожалуйста, лайками. А если еще не подписаны на канал, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить.